В 2021 году вышел еще один фильм киновселенной Marvel, который посвящен Вечным, малоизвестным героям комиксов, которые стали важной частью четвертой фазы. Невозможно обсуждать Вечных без упоминания писателя, художника и редактора комиксов Джека Кирби. В начале 70-х Кирби покинул Marvel Comics из-за ряда личных, творческих и финансовых конфликтов. Его тут же позвали в DC Comics, где ему дали карт-бланш, чтобы он мог реализовать любые идеи, какие только сможет сгенерировать его пытливый мозг. Там он создал Четвертый мир, серию книг, в которую вошли новые боги, Мистер Чудо и Люди навсегда. Именно Кирби создал Дарксайда, злодея из саги про Четвертый мир, после чего вселенная DC изменилась кардинально. К сожалению, издательство слишком рано приостановило развитие Четвертого мира. Постепенно отношения между Кирби и DC были окончательно испорчены, после чего Джек благополучно вернулся в Marvel через несколько лет после своего ухода. Это плохая идея. Неплохая. Продолжай. В Marvel у него были запоминающиеся и успешные серии: Капитан Америка, Черная Пантера, Халк, Фантастическая Четверка, Люди Икс и Целестиалы. Смертная раса космических богов, которые могут практически все, что придет в их головы. Я всего лишь Целестил, дорогуша. Целестил в смысле типа бог? Ну, с маленькой буквы, сынок. Но Джек Кирби мечтал отойти от образа традиционных супергероев. Он интересовался теологией, мифологией, метафизикой и другими нестандартными концепциями. Ух, с моей-то больной фантазией. В результате он придумал Вечных, секретную расу богоподобных существ, которые связаны с мировой мифологией и созданием человеческой цивилизации. После ухода Кирби именно его посыл и идеи породили новый виток развития вселенной Marvel, что в конечном итоге привело к появлению одного из величайших злодеев комиксов. Это он. Итак, кто же такие Вечные? Согласно идеям Кирби, вселенная населена гигантскими космическими богами, известными как Целестиалы. Они путешествуют с планеты на планету, проводя разные эксперименты. Так, 5 миллионов лет назад они прилетели на Землю, провели ряд генетических экспериментов над предшественниками человечества и таким образом сотворили Вечных и монстрообразных девиантов, а также повлияли на появление в будущем людей со сверхмощными мутациями. Люди — это красивые, но легкомысленные создания. Охеренно трогательно. Их противоположность – девианты, уродливые злые существа, которые жестоки по своей природе и отвратительны внешне. Девианты были рождены, чтобы побеждать слабых и порабощать глупых. Их демоническое проявление и врожденная страсть к насилию заставили примитивное человечество полагать, что девианты – посланники ада, и все мифы о демонах и дьяволах возникли после того, как тот или иной народ сталкивался с рогатыми, клыкастыми девиантами. Ты сделал из меня чертово оружие. Но есть еще и Вечные, жизнь которых посвящена защите человечества от девиантов. Разумеется, ничто человеческое Вечным чуждо не было, в частности, внутренние конфликты. Основав город Титанос, двое его правителей, Кронос и Уран, вскоре не сошлись во мнениях. Кронос, пацифист, настаивал, что нужно духовно развиваться, а Уран настаивал, что нужно расширять границы владений, уничтожать несогласных и править огнем и мечом. В итоге брат Кронос пошел на брата Ураноса, после чего проигравшая сторона переехала на Уран. Часть переселенцев делала попытки вернуться на Землю, но подвергалась атаке Крии и осела на спутнике Сатурна Титане. Титан, мир каких много. Позже Кронос экспериментировал с космической энергией, что-то пошло не так, сам он стал нематериален, а Вечные приобрели практически богоподобные силы и умения. Они выбрали себе нового лидера, Зуроса, одного из сыновей Кроноса. Он построил 3 города: Олимпия в Греции, Полярия в Сибири и Океания в Тихом океане. Кстати, в этот период на Титане от союза Вечных Аларса и Суисан появился малыш по имени Танос, только он оказался носителем одного из генов девиантов, что сказалось на его внешности и характере. Вечные стали расселяться по земле и взаимодействовать с людьми. Из-за их долгой жизни и необычных способностей люди часто принимали Вечных за богов различных пантеонов, в том числе греческого. Записей о действиях Вечных на земле сохранилось немного. Например, известно, что один из Вечных помогал рыцарям Круглого Стола защищать Камелот от лунного дракона. Кроме того, во время Второй мировой войны, когда вождь девиантов Кро начал помогать нацистам, на сторону американцев встал Макари.
Какие ваши доказательства? Вечные помогли асгардцам сразиться с целестиалами, прибывшими на Землю в очередной раз. В ходе сражения Зурос принял на себя залп оружия целестиалов и погиб. После этого большинство Вечных покинули Землю, объединившись в униразум, но некоторые остались на Земле. В итоге, из-за проделок Спрайта, оставшиеся на Земле Вечные потеряли память и стали думать, что они обычные люди. Позже несколько девиантов нашли под землей спящего целестиала и решили его разбудить, используя для этого одного из Вечных, Макари, который был уверен, что он Марк Карри, простой врач. У него ничего не получилось, но зато к некоторым Вечным вернулась память, и они отправились пробуждать остальных. Иржан, блядь, заебал. Вставай, я заебал, на работу пора. Так чем же так круты Вечные, помимо их долгой жизни? Во-первых, они значительно более развиты, чем люди. У всех Вечных есть потенциал к разным суперспособностям. Они также сильнее и выносливее обычных людей. Некоторые из них могут стрелять космической энергией из рук и глаз, летать и заставлять других левитировать. Но их главная особенность – способность объединяться в уни-ум. Это процесс, в котором их физические и умственные качества сливаются в один организм. У этого существа есть неизмеримый интеллект и смешанные знания, навыки, способности и опыт всех его составляющих существ. Как думаете, без Роджерса и Железного Человека, кто будет главным у Мстителей? Ну, я могу. Икарис – лидер Вечных. Он обладает способностями полета, энергетической проекции себя и телепортации. Честный и справедливый лидер, который в оригинальной серии комиксов про Вечных пытается предотвратить грядущий суд Целестиал. Икарис взял имя от своего сына Икара, легендарного мифологического персонажа, который использовал множество различных конструкций крыльев, чтобы научиться летать. Согласно преданиям Вечных, Икарис присутствовал на первом суде Целестиалов над человечеством, когда те вернулись на Землю, чтобы судить свое творение. По комиксу, именно он сказал Ною создать ковчег как безопасное место на время потопа, который устроили Целестиалы, чтобы уничтожить мир. Аджак является частью подрасы Вечных, известных как Полярные Вечные. Он воевал в Троянской войне и был тем самым Аяксом из греческих легенд. Привет. Эйва. Тена первоначально была известна как Азура, но сменила свое имя, чтобы Вечные могли заключить договор с олимпийцами, так как Азуру постоянно путали с Афиной. Тена – ученый и воин, она дочь Зуроса и давно находится в отношениях с девиантом по имени Кро. Спрайт кажется ребенком, но он неисправимый обманщик и порой бывает опасен для окружающих. В комиксе Нила Геймана и Джонни Ромиты Спрайт был ответственен за потерю памяти Вечных. Это была его личная месть своей расе за то, что те заставили его вечно жить в теле ребенка. Вот это поворот! Серси – колдунья, которая любит развлекаться и часто кажется легкомысленной, но является одной из самых могущественных Вечных. Серси любит все человечество и предпочитает жить в людских городах. Между прочим, она встречалась с Мерлином и королем Артуром. Из всех Вечных Серси чаще всего упоминается в расширенной версии комиксов Марвел. Она была мстителем, участником Героев по найму и любовницей храброго Черного Рыцаря. Макари – самый быстрый из Вечных, которого часто принимают за греческого бога Меркурия. Он нетерпелив и импульсивен, а иногда очень раздражает более серьезных и любящих подумать Вечных. Макари имеет серьезное историческое значение для человечества, так как преподавал философию Платону, учил письму египтян, был свидетелем Троянской войны и обучал игре на гитаре самого Элвиса Пресли. Ты всего лишь легенда, или за легендой скрывается правда. Гильгамеш Забытый. На протяжении веков Забытый принимался за Геракла, но на самом деле у него был свой собственный мифический путь. Гильгамеш любил мир смертных и был изгнан Зуросом за слишком частое вмешательство в человеческие дела. Ставь лайк, обязательно подписывайся и нажимай на колокольчик. А сейчас тебе на выбор 2 интересных видоса.